Эти фразы нарцисс не переносит. Мы эту тему разбираем с вами по двум причинам. Ну, во-первых, если вы уж находитесь в отношениях с таким человеком, которого подозреваете в том, что он, вероятно, нарцисс, то вы сможете просто по его такой неадекватной реакции на эти фразы понять, что ну да, у человека есть такие нарциссические черты. А во-вторых, я в этом видео расскажу, почему он так реагирует на эти фразы, которые он не переносит, откуда-то вот это неадекватное такое раздражение и какой-то нарциссический гнев возникает. Таким образом, вам будет проще понимать механизм того, что происходит в голове у нарцисса. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и мы с вами начинаем. Первая вещь, которую нарцисс не переносит, это когда вы отвергаете его катастрофическое прогнозирование. Вот это вот вангование, типа ты без меня никуда не денешься, ты без меня там вообще пропадешь, ты никогда не встретишь такого прекрасного принца, как я, у тебя никогда не будет таких отношений, которые были у нас. Если вы отвечаете ему что-то вроде «да нет, я думаю, что как-то разберусь, посмотрим», или вот если вы не принимаете его это запугивание, то вы таким образом лишаете его власти над собой. Естественно, на это он реагирует нарциссическим гневом, потому что нарциссу очень важно в отношениях постоянно вам, как будто бы подпугивать вас тем, что вот если вы выйдете из этих отношений, то вроде бы как ничего лучшего, чем то, что есть сейчас, у вас не будет. Эти его пугания, они очень хорошо так укладываются на переживания нормального человека, который находится в привязанности. Мы когда находимся в каких-то отношениях, мы себе других отношений так же явно, как вот эти вот, в которых мы находимся, представить просто не можем, потому что у нас одна голова, а не две. Соответственно, когда вот мы начинаем понимать, что в этих отношениях что-то не очень, нам пока сложно представить, какие же там будут следующие отношения и возможно ли они вообще. Вообще люди с невротической организацией личности, такие ближе к здоровому, склонны к таким сомнениям, переживаниям. Вот. И вот если ты переживаешь, нарцисс тебе еще начинает сверху насыпать, что ты никуда без меня не денешься, после тебя у меня никогда не будет никаких отношений, это может запугивать вас, и нарцисс знает это, он этим пытается как-то вас контролировать. Если вы ему говорите, да ладно, я как-то разберусь, знаешь, не надо мне тут объяснять, никто не знает, как оно будет, хотя бы даже так, вот на это он будет реагировать нарциссическим гневом. Нарцисс будет беситься, если вы восхищаетесь кем-то другим, потому что для нарцисса вы это источник его нарциссического ресурса, и восхищаться вы должны кем? Правильно, только им. Если вы восхищаетесь кем-то другим, то в его голове это выглядит так, что вот тот лучше, чем ты, потому что нарцисс на все смотрит как ребенок, как на вот такую ситуацию, когда у кого машинка больше, у меня или у Пети. Вы говорите о том, что вам нравится какой-то, не знаю, там актер, какая-то, пускай даже актриса, смотри, какая она талантливая, такая молодая уже, вот столько у нее достижений. Какой-то, не знаю, там сотрудник на работе, вот ему предложили какой-то переезд с повышением. Там. Вот про кого угодно, про каких-то родственников, про кого угодно, вы говорите что-то, вы где-то там искренне восхищаетесь, и вы-то понимаете, что вот этому вашему нарциссу и тому человеку вообще делить нечего. Там нечего вообще сравнивать. Вы просто восхищаетесь каким-то другим человеком. Но в голове нарцисса он всегда себя сравнивает со всеми, кто получает то, что хотел бы получить он, то есть ваше восхищение. Поэтому если вы будете восхищаться другим человеком, он будет просто беситься. Естественно, нарцисс будет просто взрываться, если будет получать прямые какие-то сигналы неподчинения. Скажем, какая-то нарциссическая мать говорит, покушай, пожалуйста, перед тем, как будешь идти, покушай, я не хочу есть. Как ты можешь, я же тебе готовила там, и так далее. Или там мужчина вам говорит, перепаркуй машину, она там стоит как-то неправильно. Это моя машина, нормально она стоит, там всегда паркуешь. Нет, я тебе говорю, перепаркуй. Ты что, считаешь, что я какой-то не всемогущий, всезнающий человек? Я знаю, как лучше, сделай это, как я говорю. Нет, я не хочу. Для нарцисса вот ваш отказ делать так, как он хочет, это по сути отказ признать его верховенство. А у нарцисса всегда так, он либо наверху, либо на дне. То есть если он не глобальный командир, вы как бы, так сказать, проявили непослушание, то значит он какая-то тряпка вообще, которую даже слушать нечего. Четвертая вещь, из-за которой у нарцисса может быть яростный неадекватный взрыв, это если он, скажем, идет чем-то вам перед вами похвастаться, чем-то погордиться, ему кажется, что то восхищение, которое он должен от вас получить, оно уже у него в кармане. Он говорит, дорогая, я вот вернулся на выходных, мы с ребятами были на рыбалке, какую я рыбу поймал там. Или, скажем, я вот играл по сетке с ребятами в игры, мы победили в каком-то там компьютерном турнире. А у вас свои какие-то дела, у вас, не знаю, работа, что-то вы по хозяйству делаете, вы, не знаю, собираетесь на встречу с подругами, вы как-то собираетесь, а вы на это отвечаете недостаточно подобострастно, что-нибудь вроде того, слушай, я сейчас немножко занята, давай потом расскажешь. Молодец, все классно, хорошая рыба, хорошая игра, и я сейчас занята. Все, в этот момент у него разорвется, потому что он ожидал получить то восхищение, которое было бы вишенкой на торте его этих каких-то времяпрепровождения. То есть он не понимает, что если он ходил на рыбалку, то он ходил на рыбалку для себя, что у вас могут быть разные интересы, что вы можете вообще не понимать, в чем там прикол этой рыбалки, что у вас в конце концов есть свои дела, что вы можете быть сейчас увлечены своими процессами, вы не должны все бросать и тут же сидеть его слушать какими-то, не знаю, там, квадратными глазами и восхищаться его этим каким-то достижением. То есть если вы не восхищаетесь
каким-то там достижением нарцисса в тот момент, когда он эти восхищения от вас просто ожидал, то опять же он будет вести себя максимально неадекватно. Вы будете как какой-то ребенок, у которого там забрали игрушку вести себя. Пятая вещь, которая нарцисса разорвет, это если вы приперли его, так сказать, фактами к стене и доказываете ему, что он не прав. Дело в том, что у мужчин-нарциссов часто бывает такая штука, что получают восхищение не через то, что вот они такие эрудированные, всезнайки и полиглоты, вот я знаю все. А сейчас, знаете, в эпоху интернета очень легко через Википедию там получать какие-то поверхностные ответы на любой вопрос. Ну и у человека создается такое мнение, что действительно он все знает, у него есть какое-то мнение, которое вроде как должно всех интересовать по разным там поводу разных тем. И вот, предположим, в какой-то момент он там говорит: а ты знаешь, что вот такой-то там собор там где-нибудь там в Барселоне, он там строился столько-то времени. А вы ему говорите: да нет, значит, я там была, нам гид иначе рассказывал, там все по-другому. Да нет, вот что ты такое говоришь, гуглите, показывайте, смотри, вот правда так, как я говорю, не так, как ты говоришь. Все, в этот момент, опять же, у нарцисса что происходит? Вот это его всезнайство, это такой, знаете, магистр и профессор во всем на свете превращается просто в такого ребенка, которого просто приткнули и поймали за враньем. Такой мальчишка, который на самом деле ничего не знает. Ему очень нехорошо в этой ситуации, и, конечно же, проще всего, знаете, лучше защита нападения, он начнет орать, верещать и вообще взрываться всяческими эмоциональными вспышками. Ну и шестая вещь, от которой нарцисса подрывает, это когда вы говорите ему четко, ясно, недвусмысленно нет. Вот такая у вас четкая позиция, вы на ней стоите крепко. Вот в этот момент нарцисс никак ни на манипуляции никак не подъедет, слишком это сложно, однозначно, чтобы как-то на двусмысленности каких-то сыграть, что вот он говорит: пойдем сегодня вечером там, куда я хочу. А вы говорите: нет, я не хочу. Ну и что ты здесь ответишь? Ну, пожалуйста, пойдем. Нет, я не хочу, такое мое желание. И в этот момент он начинает злиться, потому что его инструменты, они тут не работают. В здоровых отношениях как это происходит? Мы с тобой находимся в отношениях, у нас с тобой диада. Ты говоришь, что ты что-то хочешь. Я тебе отвечаю, что ну вот я этого не хочу. И мы с тобой открыты к диалогу для того, чтобы договориться. А что мы будем в результате делать? Я понимаю, что ты что-то хочешь. Я этого в этот момент не хочу. Но мы с тобой можем придумать что-то другое, что-то общее, что-то новое, что может нас как-то вот объединить. То есть, предположим, я сегодня не хочу никуда идти, но я могу с тобой завтра пойти. Или, скажем, предложить что-нибудь другое, я сегодня пойду. То есть вот какие-то есть, должны быть моменты тут для компромиссов, для какой-то гибкости. Это те вещи, которые являются, собственно, таким субстратом здоровых отношений. Постоянно это вот такая гибкость, постоянно такое взаимодействие, когда я нахожусь в контакте с тобой, когда я тебя слышу и я тебе говорю. У нарцисса это так не работает. Он просто вещает, и ему нужно, чтобы его просто услышали, сделали то, что он говорит. Ему не надо, чтобы были какие-то вот переговоры, диалоги, компромиссы. Это вещи, на которые он просто не способен. И поэтому, когда он слышит такое четко нет, он слышит что? Что ты не окейный, ты не заслуживаешь того, чтобы соглашаться с тобой, ты не заслуживаешь внимания, ты маленький нелюбимый ребенок. И в этот момент он проваливается в свой этот нарциссический провал и оттуда начинает разить нарциссическим гневом. Если вы находились в отношениях с нарциссом, напишите, пожалуйста, на какие из этих фраз он реагирует максимально неадекватно, чтобы мы смогли это как-то разобрать с вами в комментариях. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк обязательно, я буду вам благодарен. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.